Доброго времени суток, мои дорогие друзья! И добро пожаловать в мой новый выпуск, который, как вы уже успели заметить, исходя из названия данного видео, посвящен максимально гибкой криптовалютной бирже, которая готова удовлетворить спрос трейдеров, находящихся на разных уровнях. И называется эта биржа OKX. Уверена, многие из вас наверняка давно знакомы с данной биржей. Ведь, как показывает практика, OKX является несомненным лидером как по количеству торговых пар, так и по другим бесчисленным возможностям для трейдеров со всего мира. Причем, как видите, это не просто какие-то громкие слова, ведь об этом, собственно говоря, нам и говорит представленная на главном сайте OKX статистика, в рамках которой сказано, что биржа прекрасно работает более чем в 200 странах и имеет при этом более чем 20 миллионов трейдеров. И это неудивительно, ведь OKX – это поистине мощная криптовалютная биржа, которая доступна еще и в мобильной версии, позволяя тем самым вам еще лучше оттачивать свое мастерство торговли, где бы вы ни находились. Но, как говорится, чтобы не быть слишком голословной, предлагаю быстро пробежаться по всем основным функциям, которые вам доступны всего в пару кликов в рамках данной платформы. И начну я, конечно же, с чуть ли не самой главной функции – покупки криптовалют. При этом, как видите, покупка может быть как быстрой, так и в виде P2P торговли. Что же касается быстрой покупки, то для вашего удобства на сайте доступна специальная форма, заполняя значения в которой вы легко можете осуществить необходимую вам операцию. Причем касается она не только покупки, но и продажи ваших уже имеющихся активов, что, как по мне, очень удобно. Если же говорить о P2P торговле, то тут она тоже предлагает нам покупку и продажу цифровых активов, только уже при участии торговцев, которые помогут вам приобрести желаемый актив. При этом вы сами вправе выбрать максимального вам подходящего по параметрам торговца, оценив при этом не только его доступные суммы для обмена, лимиты, но и коэффициент завершения сделок, что, как по мне, очень важно и придает некой уверенности и безопасности для осуществления желаемых сделок. Кстати, для удобства также есть еще и общий раздел всех торговцев, где в рамках книги ордеров вам доступны сразу все текущие ордера, как на покупку, так и на продажу тех или иных активов, что, как по мне, выглядит даже намного удобнее, чем предыдущие два раздела. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока давайте перейдем к следующему разделу, который называется «Рынки». И как видите, их тут огромное количество, начиная от спотового рынка, заканчивая фьючерсами, бессрочными свопами, опционами, индексами и так далее. При этом вы легко можете выбирать необходимые вам вкладки, где будут отображаться как все цифровые активы, топ самых популярных, мем-токены, Polkadot, NFT, DeFi и другие доступные разделы, что, как по мне, очень удобно. Более того, вы легко можете перейти к торговле посредством того или иного выбранного вами цифрового актива, ведь все, что вам для этого нужно, так это нажать на кнопку «К торгам», после чего система вас перенаправит к графику торгов и всем сопутствующим торговым инструментам. Но перед этим, как видите, система предложит нам совершить тур по единому аккаунту, где в небольшой презентационной форме вы сможете ознакомиться со всеми встроенными функциями и инструментами, а также понять для себя, где что находится и за что отвечает. Как по мне, это очень удобная функция, особенно для новичка, который впервые попал на платформу. Что ж, ознакомиться со всеми этими слайдами, я думаю, вы сможете уже и самостоятельно. А пока предлагаю нам перейти к следующим разделам, доступным на базе OKX. И на очереди у нас торги. Как видите, в рамках OKX доступно сразу несколько типов торговли, а именно базовая и маржинальная, воспользоваться которыми вы, как всегда, сможете всего в пару кликов. Для новичков я все же рекомендую начинать свою торговую деятельность со спотовой торговли, так как она является наименее рискованной, нежели маржинальная торговля с теми же фьючерсами, где вы легко можете себе взять кредитное плечо как на покупку, так и на продажу своего цифрового актива, и если оно будет слишком велико, то, соответственно, и шанс потерять весь ваш капитал при неправильном раскладе позиций становится очень большим. Однако в любом случае научиться торговать даже на фьючерсах вы легко сможете посредством доступного в рамках данной биржи раздела, который называется «Академия». Скажу сразу, что данный раздел служит отличным учебным пособием для всех тех, кто стремится овладеть всеми соответствующими навыками для трейдинга, а также разобраться со всеми тонкостями и нюансами самих торговых инструментов и их ключевых функций, что, как по мне, очень удобно.
В любом случае, помимо активного заработка, на бирже доступен для пользователей еще и пассивный доход. Ознакомиться с ним мы можем, перейдя по вкладке «Финансы». Как видите, данная категория называется OKX Earn. Из статистики нам сразу же сообщается, что пользователей, участвующих в данном направлении, более 1 миллиона. При этом ими было инвестировано уже свыше 10 миллиардов долларов, а заработано свыше 150 миллионов долларов, что лично меня крайне впечатляет. При этом, если вы заметили, то ниже расположены все доступные для нас предложения, а именно криптовалюты, которые мы можем использовать для сбережения и получения процентов от стейкинга. Причем доступны они как с гибким, так и с фиксированными условиями заработка. Разобраться же более подробно со всеми деталями и нюансами данного инструмента вы, как всегда, сможете уже и самостоятельно, после просмотра данного видео. А пока я с радостью расскажу вам про еще один классный рабочий инструмент, который может пригодиться некоторым из вас, и называется он «Займы». Да-да, вы не ослышались, в рамках биржи OKX доступны мгновенные кредиты, как в криптовалюте, так и в токенах DeFi, которые в свою очередь позволяют вам по-новому взглянуть на рынок и переосмыслить инструменты кредитования вместе с OKX. Как видите, оформить займ на OKX не так уж и сложно, ведь все, что вам для этого нужно, так это выбрать количество токенов для займа, а также иметь у себя на балансе соответствующую сумму, необходимую для залога, при этом обязательно ознакомиться со всеми текущими параметрами сделки, ну и, конечно же, прочитать само соглашение и правила займов на OKX. Что ж, с этим, я думаю, мы немного разобрались. Поэтому, если вернуться к обзору других доступных функций в рамках OKX, то, как видите, в разделе «Разное» скрыто еще с десяток других не менее крутых и востребованных функций для пользователей, ознакомиться с которыми вы сможете уже в частном порядке после регистрации на бирже, осуществить которую вы легко сможете по ссылке, указанной в описании. Если же подвести небольшой итог всему вышесказанному, то смело могу заявить, что OKX действительно произвел на меня приятное впечатление в плане богатого выбора различных функций и инструментов, подходящих опять-таки как для новичков, так и для профессиональных инвесторов и трейдеров. Поэтому, дорогие друзья, всем тем, кто искренне заинтересовался OKX, я настоятельно рекомендую подписаться на доступные официальные социальные сети платформы, ссылки на которые вы обязательно найдете в описании. Ну а я, уже по сложившейся традиции, благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Поэтому, чтобы не упустить его, подписывайтесь на мой канал CryptoLady, если вы это еще по каким-то причинам не сделали, и активируйте колокольчик, чтобы не упустить уведомления. А пока желаю всем вам отличного дня и хорошего настроения.